Добрый день! Это видео посвящено Древней Греции. Если честно, то я не люблю эту тему. И вовсе не потому, что она неинтересная. Очень даже интересная. Просто информации так много, что всегда есть риск завязнуть. Вот как сейчас. Я уже запланировала на эту тему 5 видео. А еще про Древнюю Грецию никогда не знаешь, что рассказывать. С одной стороны, она очень известная, и все про нее что-то слышали, а с другой – боишься пропустить важное. Так что, если вам знакома часть материала, прошу вашего терпения. Первый период в истории Древней Греции – Крито-Микенский, относится к концу 3-2 тысячелетия до нашей эры. В это время на Балканском полуострове и на островах Эгейского моря зарождается первая греческая государственность, и происходит завоевание территории ахейцами, а потом и дарийцами. Второй период называют полисным. В него входят темные века, это 11-9 до нашей эры, архаика, 8-6 века до нашей эры, и классический период, это 5-4 века до нашей эры. Третий период, эллинистический, начинается с походов Александра Македонского в IV веке до нашей эры, а заканчивается в I веке до нашей эры. И хотя созданная им империя распалась после его смерти, но на всех территориях сохранилось влияние греческой культуры, даже когда Греция была захвачена римлянами и стала провинцией во II веке до нашей эры. В древнегреческой религии объединились как древние крито-микенские представления, так и верования индоевропейской праобщности, объединяющие народы от Индии до Европы. Она развивалась в два этапа – доолимпийский с 3 тысячелетия до нашей эры и олимпийский 11-6 века до нашей эры. У греков не сложилось единого священного писания, такого как Библия, египетская книга мертвых или индийские веды. Поэтому греческие мифы реконструируются по целому ряду источников. Поэмы Гомера и Гесиода, пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана и так далее, исторические сочинения Псевдополодора, Геродота, Ксенофана и другие, художественной литературы, а также по различным невербальным материалам, росписям на вазах, фрескам, мозаикам, скульптуре и так далее. Кроме того, Греция не была единым государством, поэтому в разных греческих поселениях существовали не только разные мифы, но и разные варианты одних и тех же мифов. Учитывая все это, мы получаем хаотичную и местами противоречивую картину греческой мифологии, сложившуюся из множества напластований различного времени. Однако, из всего этого многообразия можно сложить относительно стройную картину мифологических представлений греков, что я и попытаюсь сделать. В начале всего был хаос. Затем появилась Гея-Земля, Эрос – мировая любовь и Тартар – глубочайшая бездна. От хаоса произошли Эреб – мрак и Нюкта – ночь. Двое последних произвели Гимеру – день, Эфира – воздух, Харона – перевозчика мертвых, Ириду – раздор, Мома – насмешку и злословие, близнецов Гипноса – сон и Танатоса – смерть. Кстати, это подтверждает версию, что древние люди не видели принципиальной разницы между смертью и сном, о чем я рассказывала в видео про первобытные верования. Нюкта стала матерью Мойр – судьбы, Немезиды – возмездия, Гераса – старости. Зная доолимпийских сверхъестественных существ Древней Греции, мы легко понимаем, что было важно для людей того времени. Гея родила Урана, небо, Аргуса, многоглазого великана и так далее. Сразу оговорюсь, что поскольку родственные связи богов отличались в разные периоды и в разных местах, то я просто буду выбирать один из возможных вариантов происхождения. От Геи и Урана родились гекатонхейры, 100-рукие 50-головые великаны, киклопы, великаны с одним глазом, и титаны, второе поколение богов. Уран прятал их обратно в Гею, потому как боялся за свою власть. Ей это не нравилось, а учитывая бесконечную плодовитость неба, недовольство Земли увеличивалось с каждым следующим ребенком. Их младший сын Кронос, по совету матери, физически лишил отца возможности производить потомство. И тем самым произвел на свет Ириней, богинь мести и ненависти. И, конечно, занял его трон. Любопытно, что сюжет о смене власти среди богов присутствует не только в древнегреческой культуре. В мифологии Египта бог гор – это новое поколение. Он насильственным путем свергает своего дядю, а воскрешенный им отец Азирис сам отказывается от прав на трон.
В Месопотамии, в частности в Вавилоне, легенда повествует о бое молодого бога Мардука против древней богини Тиамат и ее чудовищ. В Древней Греции подобных сюжетов два. Кронос – время, глотал своих детей, которых рожала ему супруга Рея. Ну, это и не удивительно, ведь со временем все в мире приходит в негодность и рассыпается в прах. Хотя в мифе есть другое объяснение. Кроносу предсказали, что его свергнет сын. Стараясь уберечься, он не разбирал половую принадлежность детей. Родив шестого ребенка, мать не смогла скормить его мужу и заменила на камень, завернутый в пеленки. Малыша же спрятали в пещере на дальнем острове. Его выкормила молоком коза Амалфея, а когда он плакал, стражники стучали в щиты, чтобы шумом заглушить крики и не дать услышать их Кроносу. Кстати, по одной из версий, когда Зевс родился, то 7 дней непрерывно смеялся. В истории про иранского пророка Заратуштру мы уже сталкивались с подобным сюжетом, когда ребенок был единственным, кто при рождении не заплакал, а засмеялся. В Греции речь идет о боге. Двоюродная сестра Зевса Титанида Метида приготовила специальное зелье, которое заставило Кроноса изрыгнуть остальных детей – Гестию, Диметру, Геру, Посейдона и Аида. А потом, в результате борьбы богов с титанами, титаномахии, победили боги и заперли проигравших в Тартаре. Если вы уже задались вопросом, чем отличаются титаны и боги, то практически ничем. И те, и другие бессмертны и обладают сверхъестественными способностями. Только происхождение разное. Титаны – это конкретные дети Ураны и Геи и их потомки, кроме тех, что родились от Кроноса и Реи. Они боги. На мой взгляд, название боги закрепилось за теми, кто одержал окончательную победу. Это не уникальная греческая история. В той же Месопотамии противопоставляются боги и чудовище Тиамат. И в дальнейшем, в других культурах мы тоже столкнемся с подобным противостоянием. Во главе с Зевсом-громовержцем победители поселились на горе Олимп, откуда и получили свое название – олимпийцы. Зевс, вполне логично, стал царем богов. Его возлюбленной была Метида, отвечавшая за мудрость. Она предсказала, что их сын превзойдет Зевса. Как вы думаете, что случилось после того, как она забеременела? Божественный глава не стал дожидаться, пока ребенок появится на свет, а проглотил вместе с матерью. Как показывает дальнейшая мифологическая история, решение это было верным. Мальчик от Метиды не родился. Зато через некоторое время у Зевса жутко разболелась голова. Его сын Гефест расколол ее топором по просьбе отца. Оттуда в одежде и доспехах вышла богиня справедливой войны Афина. К этому времени супругой Зевса уже была его сестра Гера, третья жена после Метиды и Фемиды. Пара верховных богов – это эталон отношений. Какой же пример они подавали людям? Мне кажется, что они скандалили постоянно. Она ревновала, он требовал покорности. От их брака родилось всего 4 ребенка. Вам может показаться, что это немало, но учитывая, сколько детей у Зевса было на стороне от разных женщин, смертных и бессмертных, ровесниц старше и младше, то это количество ничтожно. Дети главной пары богов – это образец для воспитания смертных, да? Итак, посмотрим. Гибея – богиня юности, образец покорности. Сначала она разливала вино на божественных посиделках, а потом ее выдали замуж за Геракла, чтобы помирить его с Герой. Илифия – богиня родовспомогательница. Иногда может тайком нарушить материнский запрет, но в целом тоже очень послушная дочка. Арес – бог войны. Его стихия – кровожадные драки, вероломство и реки крови. Гефест – бог огня. Кузнец, изобретатель и строитель. Наверное, единственный из всех богов, кто умеет и любит работать. Вероятно, поэтому его никто и не любит. Родился он больным и хилым, поэтому Гера сбросила его с Олимпа. По другой версии, это сделал Зевс, увидев свое потомство. Гефест вырос и задумал отомстить матери.
создал золотое кресло и отправил в подарок. А когда она в него села, то уже не смогла встать. Дионис уговорил отпустить Геру. Ну, как уговорил? Дионис – бог виноделия. Его отправили после того, как не справился Гермес, постоянный посланник богов. А Дионис взял с собой амфору или две. Испили они со сводным братом вина, пожаловались друг другу на тяжелую жизнь богов, и на этой хмельной ноте Гефест и освободил мать. Тут хочется упомянуть еще один вариант мифа, согласно которому Зевс скинул его с Олимпа вот за это. А Гера в знак примирения женила его на Афродите, богине любви и первой красавице Олимпа. У нее это, видимо, любимый способ мириться. Кстати, невесту тоже особо не спрашивали. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у каждого из официальных детей Зевса есть еще один вариант мифа, в котором у них только один родитель – Гера. Она то цветочек понюхает, то каким другим способом забеременеет. Так что с законными детьми у Зевса все не так просто. Хотя есть версия, что была еще одна дочка – Ангелос. Известно про нее крайне мало, только то, что она случайно стала принадлежать потустороннему миру. И, вероятно, именно этот персонаж – прообраз христианских и не только ангелов. Здесь было бы логично перейти к Афродите, но я пока отложу этот момент и расскажу сначала о других братьях и сестрах Зевса. Проще начать с Гестии. Она хоть и старшая дочь Кроноса и Реи, но юная богиня домашнего очага и жертвенного огня. Приняла обет целомудрия, жила при Зевсе. Посейдон – морской бог. Взбаламошный, яростный, гневный. Наверное, самый известный миф про него о споре с Афиной. В Греции был построен новый город. Посейдон и Афина хотели стать покровителями. Морской владыка ударил в скалу трезубцем, и из нее забил источник соленой воды, что не очень актуально, если море и так достаточно близко. Афина же воткнула в землю копье, из которого выросло оливковое дерево. Жители проголосовали за нее. Город получил имя Афины. А чтобы задобрить Посейдона, при строительстве Акрополя воздвигли храм Эрихтeion на месте спора. Там росло оливковое дерево и был источник соленой воды. Живет Посейдон в подводном дворце с супругой Амфитритой, но подвигами на сексуальном фронте догоняет своего младшего брата. Одна из историй, связанных с его похождениями, когда-то потрясла меня, поэтому поведаю ее вам. Вы наверняка слышали про Медузу Горгону. Страшное чудовище со змеями вместо волос и взглядом, который превращает в камень любого. Но, возможно, не знаете, что Медуза одна из 3 сестер Горгон. Единственная смертная из них. Она была красивой девушкой с прекрасными волосами, которая заинтересовала Посейдона. Медуза не испытывала взаимности и в попытке спастись от настойчивого ухажера забежала в храм Афины. Повелитель морей последовал за ней в облике птицы и взял силою прямо в храме. Афина была вне себя от такого святотатства, но, видимо, опасаясь связываться с Посейдоном, обратила весь гнев на несчастную девушку, наградив привычным нам обликом – ядовитые змеи вместо волос и смертоносный взгляд. Ее сестры, узнав о случившемся, добровольно приняли такой же облик. Дабы никому не навредить, горгоны жили в горах на Крайнем Западе, но всегда находились желающие посамоутверждаться, срубить голову несчастной девушки и доказать всем, что он герой. Медузе удавалось спасаться, пока к ней не пришел Персей, которому помогали Гермес и Афина. Он обезглавил младшую из горгон, которая была беременна от Посейдона. Ее дети, Хрисаор и конь Пегас, вышли с потоком крови. Вот такой вот детектив с элементами триллера. Не рискну даже предположить, сколько современных законов здесь нарушено и какой срок бы им светил. Из потомков Кроноса и Реи у нас осталась средняя дочь Диметра и старший сын Аид. Диметра – богиня плодородия и земледелия. У нее дочь Персифона, тоже богиня плодородия. Догадайтесь, кто ее папа. Зевс. Однажды ее дядя Аид, бог подземного царства, увидел племянницу и воспылал к ней любовью. И как честный бог отправился к папе просить руки.
Да и не поступишь с ней так же, как с какой-то там Горгоной. Зевс согласился, но оба понимали, что Диметра никогда не отдаст Персефону в загробный мир, и придумали план. Когда девушка с подружками гуляла на природе, разверзлась земля, Аид эффектно появился на колеснице и украл ее. Диметра была безутешна. Бродила и звала дочь. Земля перестала плодоносить. Зевс приказал Аиду вернуть Персефону. Подземный владыка дал ей съесть несколько зерен граната, символа брака, и ей пришлось разделить свою жизнь на части. Одну она проводила с матерью на земле, вторую с мужем в загробном мире. Этот миф объясняет смену времен года. Персефона – умирающая и воскресающая богиня, как египетский Осирис и шумерская Инанна, о которых я уже рассказывала в предыдущих видео. Пожалуй, на этом я возьму паузу и продолжу в следующем видео про мифы Древней Греции. Вас ждут истории про Афродиту, Аполлона и Артемиду, Гермеса, Диониса и других. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание.